Добрый день, друзья! Сегодня хочу показать вам свои цветущие полки с орхидеями. К сожалению, у меня все устроено так, чтобы жили хорошо орхидеи, а не для того, чтобы я вам их показывала. И это немного неудобно. Приходится выключать верхний свет для того, чтобы было видно орхидеи. И они у меня находятся довольно-таки высоко. Мне приходится стоять буквально на диване, поэтому существуют некоторые неудобства. Но я вам это показываю для того, чтобы еще раз сказать, что мои орхидеи никогда не стимулировались стимуляторами, гормонами, стероидами. Я только применяю системное удобрение. Весь плейлист о системном удобрении орхидей будет в правом верхнем углу экрана под видео. Какие-то орхидеи уже отцветают, какие-то орхидеи только выпускают цветоносы. Я сейчас уйду из кадра и за кадром буду рассказывать, какие у меня здесь есть орхидеи. Ну, не обо всех, но хотя бы о тех, которые я показывала, которые мы с вами в течение года, в прошлом году приобретали, потом пересаживали. Вот сейчас они уже зацвели, поэтому, ну, такая небольшая экскурсия. Теперь переходим просто к показу орхидей, но хочу вам еще показать, что мои орхидеи почти на всех полках всегда охраняют садовые гномики. И маленькие лягушки. Расцветает Лека Фантастик. Большую веточку выпустила Панда. Это одна из орхидей, которые я брала в прошлом году уцененные после 8 марта. Они все три представлены будут, но вот это первая. На том краю будет вторая такая орхидейка. Вот просто стоит цветоносик, но от него пошла уже другая веточка. Это орхидея, которая живет у меня уже более 16 лет. Это Шанхай. Она отцвела и выпускает еще один цветоносик. Желтенькая полосочку — это КВ Бьюти. Бабочка Паваротти. Полка Дотс. Тоже была уценкой, зацвела только через 2 года. На заднем плане стоит наш любимый кот, который провел 4 месяца в воде, наращивая корни. У него сейчас 2 цветоноса. Они небольшие, это первое домашнее цветение, поэтому они не с огромным количеством цветов. На заднем плане отцветают уже орхидеи. Очень красивая, я вам ее показывала с 2 цветоносами, Мальма. Это ее второе домашнее цветение, поэтому 2 цветоноса, все очень красивое. Это Magic Art. Было 5 цветочков, тоже первое цветение. Было 5 цветочков, но он решил продолжить свое цветение, нарастил там еще 3 бутончика. Дальше у него стоит Андора. Тоже первое цветение домашнее. Ну, впрочем, вы это все периодически видите. Мы все эти с вами орхидеи пересаживали. Там дальше Гоя. Это у нас приятный разговор. Цветок. Это единственная орхидея, которая нарастила 3 бутона и не сбросила старые цветы. И уже распустила еще 3 бутончика. Красивая и очень нежная. Но это еще и биглип. Кто-то меня просил говорить, что такое биглип. Биглип — это большая губа. В сравнении с, например, с Андорой, вот маленькая губа, а биглип — это большая губа.
Те названия, которые я знаю, я говорю. Еще одна орхидея, которую мы спасали в прошлом году после 8 марта. И мой очень любимый пурпурный дождь. Но в этом году он тоже доращивает цветоносы. У него 2 веточки. Вот это 2 цветочка дорощенные. Вот он распускает еще один бутон. Здесь тоже 3 бутончика дорастил. Но он очень любит сбросить цветочки старые. Сзади уже начинает сбрасывать цветы. Но он такой красивый, от него просто невозможно оторваться взглядом. Его волнистый край просто завораживает. Пойдемте на другие полочки. Здесь еще есть парфюмерная фабрика, которую мы пересаживали, потому что у нее были грибочки в покупном горшке. 2 маленьких цветоносика. Маленькие, но 2, и они есть. И это было не так давно. Это было осенью. Здесь небольшое количество цветочков. Кто-то уже совсем отцвел. Остались обрезанные цветоносы. Это, например, Феррара. Вот там остался цветонос, пока не стала срезать. А Манхэттен, он уже отцвел, но он выпустил еще один цветонос. Желтит листик, но желтит, все делает правильно. Я вам показывала свою камбрию. Все-таки я решила, что это камбрия. Это не брасия, это камбрия. Она вся расцвела, очень приятно пахнет. Вот полностью ее цветонос. Вторая фабрика. Мелодия здесь стоит еще. Еще отцвела орхидея, не помню, что это. Розовые цветы, она уже отцвела. И самый, конечно, огромный у меня цветок – это Монтрю. Всегда выпускает только 3 цветочка, но очень любит после этого дорастить цветонос. И вообще он не капризный в плане цветения. Вот у него был 1 цветонос. Вот он 2 цветонос, просто сейчас не видно, он уже выпустил 3 цветонос. Но этот уже отцвел, этот доращивает и уже растет 3 цветонос. Его я вам покажу очень в скором времени, просто отдельно. Идемте дальше. Это кухонный подоконник, здесь помещается всего по 1 горшочку. Этот недавно я вам показывала. Недавно совершенно приобретенный Sunset Love. Этого, к сожалению, я не знаю названия. Дальше стоит Рембрандт, Легато, Легато и Попугай. Вот Легато и Попугай всегда доращивают цветоносы. Вот доращивает цветоносы Легато. Попугай с 2 цветоносами. И на 2 цветоносах он продолжает доращивать бутончики и распускать дальше. Это у нас пират Пикати. Мы его пересаживали, омолаживали. Вот его цветонос, но еще нет ни одного распущенного бутончика. И недавно кто-то у меня спрашивал, как себя чувствует мукола. Потому что мукола это была детка. Вот остался еще мамин листик. И цветоносик на этой детке. И мукола уже отцвела. Это уже дорощенные бутоны распустились. И еще 1 бутончик она доращивает. Но мукола очень тоже, как и попугай, как и Легато, очень любит долго доращивать свои цветоносы, бутончики и распускаться. И цветет очень долго. Дальше мы с вами переходим на балконные стеллажи. На балконе у нас очень узкое пространство. Стоит 2 стеллажа по обе стороны балкона. Давайте начнем с верхней полки одного из стеллажей. Вот это желтая в крапинку, большой цветонос, это пульсация. Кто смотрит канал постоянно, знает, что она у меня падала с 3-й полки, поэтому у нее есть просто рваные листы. Но она
Выпустила большой цветонос, он там остался всего один бутончик для распуска. Сзади нее стоит притория, тоже большой цветонос, она сейчас распускается. Пилорик Монтрю, у него одна веточка пилорик, а одна веточка обыкновенный Монтрю. Но он уже очень давно цветет, стоит там где-то глубоко. Этот мы покупали с вами, наверное, где-то в октябре или в ноябре. Он до сих пор стоит в покупном горшке. Прекрасно цвел. И вот сейчас я вижу вместе с вами, давно на него не смотрела, вот здесь у него еще тоже пробуждается почка. Цветочки засушивает, и вот пробуждается почка. Я ее тоже только что увидела. Вот она, крохотная почка на цветоносе. Посмотрю, что из этого получится. Этот я не знаю, как называется. Это такая миничка у меня на 2 цветоносика. Один цветоносик смотрит в эту сторону, другой в эту. Но красивая, тоже желтенькая. Знаете, что я очень люблю желтенькие цветы. Не задавайте мне, пожалуйста, вопросов про цимбидиум. Он у меня один. Ему некомфортно в моих условиях. Я ему не могу создать перепад в 10 градусов ночной, поэтому он живет, как живет. Переходим на среднюю полку. У меня здесь только одни мини-орхидеи. Мини-орхидеи, к сожалению, цветут совсем недолго. Некоторые цветут всего 2 месяца. Некоторые и того быстрее. На той полке покажу вам розовую орхидею, которая не успела распустить цветы, сбросила, начала доращивать. Но есть и индивидуальные орхидейки, например, вот 2 крэмбери чачи стоят. Во-первых, они очень долго цветут. Во-вторых, всегда вот и на этой всегда дорощен цветонос и всегда очень длительное цветение. Это уже тоже дорастил цветоносик, продолжает свое цветение, доращивает дальше бутончики. Вот это очень интересная орхидея. Сейчас подниму. Она цветет с сентября. Она выпустила цветонос и потихоньку, доращивая свои бутончики и распуская цветочки, цветение у нее с сентября. Поэтому сказать, что все орхидеи цветут там 2 месяца, мини-орхидеи, нет. Но они маленькие, компактные, поэтому я их очень люблю. Это Сога Вивьен, это фиолетовая королева. Крохотный сапфирчик, но он крохотный. Даже не знаю, нравится он мне или не нравится. Но такой он прямо малюсенький. И выпустила цветонос, конечно, Леодора. Вот здесь стоит Леодора, вот у него там цветоносик появился. И еще одна полка внизу. Это еще одна орхидея, спасенная в прошлом году после 8 марта. Вот тоже ее цветение. Кстати, она участвовала, все 3 орхидеи участвовали у нас в эксперименте по поливу сначала азотными удобрениями, потом монокалием, фосфатом. Вот все 3 цветения этих орхидей вы увидели. Есть орхидеи, которые отцвели, дорастили цветонос. По-моему, это Катрин. И там на дальнем плане, ну, там видно, она выпустила 2-й цветонос. Капризный товарищ Минкар. Ну, покапризничал и начал доращивать тоже цветонос. Но старые цветочки при распуске новых всегда сбрасывает. Эту, к сожалению, не знаю название. Но тоже цветет. Вот еще один цветоносик.
Не все орхидеи зацветают в одно и то же время. На дальнем плане отцветает вот эта беленькая, 2 цветоносика. Это та, которую мы последнюю из закрытой системы, из коры пересаживали с вами. Но один уже цветонос, первый, который распускался, он отцветает, второй еще держит свои цветочки. Это или какая-то уценка, или от кого-то подарок старый. Цветет первый раз. Просто беленькая орхидейка, маленькая. Это она не мини, но и не миди. Ну, что-то среднее между стандартом, ну, наверное, миди. И вторая сторона балкона. Наверху стоит лимпопо. Наверху желтенький это лимпопо. Тоже был куплен еще осенью. Я думала, что он сбросит все цветочки, но он все время доращивает бутончики и продолжает цвести. Я его не пересаживала, он уже и листики растит, и корни у него уже выросли хорошие. На заднем плане еще все только начинают цвести. Вот там цветоносы с бутончиками, у кого-то еще нет бутончиков. Но розовый дракон уже полностью распустился. Если вы где-то видите желтые листики, эта орхидея так считает нужным для себя засушить эти листья. Я никогда их не обрываю, жду, когда они отпадут сами. Спускаемся ниже. На заднем плане темный самый, это Эсме. Там 2 детки, мы его с вами опять... Ну, практически все орхидеи, которые у меня здесь стоят, мы с вами или сажали, или пересаживали, или смотрели, как они растут. Я все время вам их показываю. Темный это Эсме, здесь мои лодочки с такими маленькими цветочками. Это псевдоленка. Это я покупала как ленку, расцвела совершенно по-другому. Мы с вами тоже о ней очень много говорили. 2 цветоносика у мастерписа. Один цветоносик видно, другой там внутри, не буду трогать, есть и второй у него цветонос. А вот это та мини-орхидея, о которой я говорила, что она не успевает распустить цветочки, тут же их сбрасывает, но... Она очень нежная, очень красивая, но она тут же доращивает бутоны, распускает и опять цветет. Цветет уже 3-й месяц. На заднем плане тоже лодочка с пилориком, с желтеньким красивым цветочком. И вот этот на 2 цветоносика мой любимый матрасик. Очень яркий и красивый. В последней нижней части этого стеллажа покемон. Радуга. Фэнси Фриски. Это Будапешт. Здесь была Дебора, но цветочки сбросила, но доращивает цветонос. На заднем плане там еще не виден, для вас не виден цветонос. Там дух Купидона стоит. У него еще маленький цветоносик. И сейчас вам покажу. О, распустился сегодня прямо, наверное, для вас. Сейчас уберу один цветок, потому что так его не видно.
распустился кимоно, по-моему. Глубоко он там, вон он глубоко. И еще в одной комнате посмотрим 2 полки. Это в моей квартире единственная комната, где есть естественное освещение, яркое, солнечное. Поэтому здесь у меня на нижней полке, вот на этом небольшом столике, собраны все цветы, которые покупались недавно, но не считая вот этих. Вот за моей спиной, это внизу, все цветочки, которые я вам показывала, когда покупала. И еще вот здесь буквально 3 цветочка наверху, не помещаются все. А в той стороне полки, вот это, там на заднем плане, вон распускается, сегодня, по-моему, это Summer Love распускается, белую, которую я вам большую часто очень показываю. За ней стоит Йола, тоже цветет уже давно. Это Сизини. И совсем на дальнем плане Happy Coral, у которой метровый цветонос, и она все равно еще его доращивает. Здесь тоже на заднем плане верхней полки стоят цветы, которые еще с небольшими цветоносами. То есть будет продолжение цветения еще. Ну, кто-то раньше, кто-то позже выпускает цветоносы. И теперь то, что касается тех цветов, которые куплены, начиная с конца ноября по, буквально по 8 марта. Вот это все, что было куплено. Я вам их практически все показывала, кроме одной, которую сейчас покажу. Один мы с вами цветочек уже пересадили, 2 еще стоят, уже тоже отцвели, и обязательно будем с вами пересаживать. Остальные поливаются только по краю горшка, только чистой водой и больше ничем. Поливаются только когда просохнут корни. Я их поливала вчера, поэтому корни сейчас у всех зеленые. Именно это. Вы меня спрашиваете, как вы поливаете? Вы их убираете, составляете? Нет, вот как они у меня стоят, я этот столик убираю, то есть в другую сторону его переставляю. И потихоньку грушей, не снимая цветы, вот так туда запуская руку, проливаю все грушей, поэтому я вам и говорила, что часто они у меня политы только с одной стороны. Оставляю там водичку, и она у меня вся впитывается. Поэтому эти я не снимаю, вот они как стояли, так и стоят. Единственное, я вам хочу показать орхидею. Там стоит каменная роза, я вам ее показывала, она дорастила цветонос, оба причем цветоноса дорастила, вон там наверху. И уже распустила все цветочки. И еще хочу одну орхидею показать. Я вам ее не показывала. Не знаю, почему я ее пропустила, но как-то так получилось. Причем орхидея с названием. Называется она, если я правильно читаю, то Май Тай. Похожа чем-то на Happy Coral, но другая. У нее полосочки здесь, и она какая-то тоже очень активная на 2 цветоносах. У нее продолжение роста бутонов и наверняка будет продолжение цветения. Для чего вам я сейчас ее показываю? Потому что у нее в горшке много гнилых корней. Но при этом она растит новые корешки. Новые молоденькие корешки. И еще занимается своими бутончиками. Вот есть еще и такая орхидейка. Это, конечно, не все полки. Есть полка с малышами. Есть полка
с теми орхидеями, которые уже совсем отцвели и ничего не продолжили на своих цветоносах, или засушили цветоносы, я их обрезала. И такие орхидеи я начинаю поливать удобрением с большим содержанием азота и микроэлементов, поэтому они стоят у меня отдельно, ну просто для того, чтобы не перепутать. Вот так цветут мои орхидеи. И я в уходе за моими орхидеями использую только удобрения и никаких стимуляторов. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале!